Всем привет! С вами снова говорящая голова. Сегодня я снова хотела бы продолжить тему ментального здоровья и поговорить о немедикаментозной части своей терапии, это о работе с психологом. Так получилось, что изначально, еще до того, как я начала работать с психологом, я посетила именно врача-психиатра, потому что очень долгое время страдала депрессивными состояниями. Итак, где-то в мае 2021 года я посетила американского врача-психиатра, потому что я тогда проживала на территории Соединенных Штатов, и он мне выписал антидепрессанты. Об антидепрессантах вы можете посмотреть мои предыдущие видео, я очень подробненько все рассказала. На тот момент я состояла в отношениях со своим предыдущим бойфрендом уже больше года. Это были очень трудные отношения. У нас было очень много конфликтов, разногласий, но мы верили, что мы сможем проработать все наши проблемы и, так сказать, построить любовь. Но в какой-то момент я поняла что мы не справляемся сами, и нужна помощь специалиста. Но я, в принципе, считала, если честно, что проблема как бы не во мне, а в моем бойфренде. Может быть, чуть-чуть во мне, а в основном в моем бойфренде. Я считала, что раз я пошла уже к психиатру, значит, я уже начала работать с собой. На тот момент, наверное, у психиатра я уже лечилась, наверное, месяцев 5, наверное, так примерно я принимала флуоксетин, антидепрессант. И я считала, что я уже начала работать над своими проблемами, это тебе, дружок, надо идти. И вот я помню, после очередной ссоры мы сидим на диване, и я, уже примирились, и я ему говорю: понимаешь, мне кажется, тебе надо идти к психологу, потому что у тебя явные проблемы. И он такой: да, я согласен, у меня явные проблемы, но у тебя тоже явные проблемы, тебе тоже надо идти к психологу. И я такая: окей. Он такой: хорошо, говорит, вот ты пойдешь к психологу, и я пойду к психологу. Спойлер, так он никуда и не пошел. Тут надо сказать, что, наверное, в течение 3 лет до этого я сама хотела, думала, размышляла на тему того, что я хочу пойти к психологу, и даже спрашивала контакты специалистов у друзей своих и в соцсетях. И даже помню, писала парочке специалистов, но тогда так ли не дошло у меня до самой работы с психологом. Почему? Потому что мне было очень страшно. Мне было очень страшно. Вот представьте, вы садитесь перед незнакомой тетей, незнакомым дядей и начинаете вываливать все свое грязное белье как есть. Все свои страхи, сомнения, желания, все свое детство перелопатить. Это очень страшно, это очень некомфортно, но на это надо решиться. Но тут у меня был конкретный стимул. Я очень хотела наладить отношения со своим тогдашним бойфрендом, так что я просто поняла, что выбора нет, надо действовать. И тогда я написала своей одной подруге, которая, я знала, что она уже долгое время работает психологом, я попросила ее контакты. И она сказала: вот есть один специалист, я ей полностью доверяю, и дала мне ее информацию. На тот момент я проживала в Соединенных Штатах Америки, в Огайо, а мой специалист проживал и проживает на территории Российской Федерации. То есть наши занятия проходили и, кстати, до сих пор проходят в режиме онлайн. Почему я сейчас делаю на этом такой акцент? Потому что многие почему-то не верят в эффективность онлайн-терапии, а не в кабинете у психолога лично. Но вы должны понимать, что у меня не было выбора, потому что психотерапия должна проходить на родном языке, то есть на том языке, на котором вы выросли, на котором с вами разговаривала ваша мама. Поэтому мы начали наши занятия в режиме онлайн. Сначала это было полностью по видеосвязи через Skype. Потом мы выбрали формат виртуальной кушетки. Что такое виртуальная кушетка? Виртуальная кушетка — это когда вы пару минуточек, сейчас мы делаем это по WhatsApp, смотрим друг на друга, говорим «здравствуйте, здравствуйте», и дальше выключаем видео, и сессия продолжается уже в режиме аудио.
Первый месяц, особенно первое занятие, мне было очень и очень страшно и трудно вылезать из своей скорлупы, так скажем. Хотя я считаю себя совершенно очень открытым человеком, даже слишком открытым человеком. В какой-то степени даже считаю это своим недостатком, потому что я могу, в принципе, любому человеку рассказать о себе все, что угодно с порога. Как американцы говорят, I'm an open book. Я как открытая книга. Но, тем не менее, мне все равно было трудно с психологом первое время. Итак, дата моего первого обращения — это 2 ноября 2021 года. То есть вот уже практически 2 года, как я нахожусь в психотерапии. Специалист, с которым я работаю, является клиническим психологом, психоаналитиком, и мы работаем с ней в модальности психоаналитическая психотерапия. Психоаналитическая психотерапия. На сегодняшний день у меня было уже 256 сессий, длительность каждой сессии 50 минут и стоимость 6000 рублей в час. Что такое психоаналитическая психотерапия? Психоаналитическая психотерапия — это адаптированный вариант психоанализа Фрейда. В психоаналитической психотерапии сессии проводятся 1-2 раза в неделю. Между пациентом и терапевтом устанавливаются доверительные отношения. Со стороны терапевта отсутствует любая критика. Пациент говорит все, что приходит в голову по принципу свободных ассоциаций. Вообще, когда я только пришла в психотерапию, я совершенно не догадывалась, сколько времени это может занять. Я предполагала, что, 2-3 месяца, может быть, 4 максимум. Я позанимаюсь с психологом, и мы решим все мои проблемы, и это будет вся моя терапия. Но в процессе я поняла, что это надолго. Прежде чем пугать вас какими-то цифрами, я хотела бы затронуть матчасть, так сказать, психологическую базу. Состоит она в том, что все наши поведенческие паттерны во взрослом возрасте берут свое начало в нашем детстве. Психоаппарат человека формируется до 5-7 лет, и то, что было заложено в нас до этого возраста, и определяет нас как личность на протяжении всей жизни. Задача психоаналитика состоит в том, чтобы вместе с вами раскопать те самые события из детства, которые травмировали и сформировали вашу психику так, что во взрослом возрасте вы испытываете определенные эмоциональные и поведенческие трудности. Психоаналитик вместе с вами формирует новую, здоровую психику. И это занимает 5-7 лет. Поначалу, наверное, месяца 2 или даже 3 мне казалось, что я плачу человеку просто за то, чтобы он меня выслушал. И если честно, если бы у меня не было просто финансовой свободы, я бы прекратила это все уже тогда. То есть такое было чувство, как будто я плачу человеку просто за то, чтобы он меня выслушал. Я даже помню, ее спрашивала, я говорю, как это вообще может работать, если 95% времени говорю я, а вы только 5% времени, наверное, где-то 5% времени что-то комментируете, отвечаете мне, задаете какие-то вопросы. Она сказала, Нина, пожалуйста, я знаю, что это работает, доверьтесь мне. Я продолжила терапию, потому что мне, в принципе, терять было просто нечего. Через 5 месяцев после того, как я пришла в психотерапию, я рассталась со своим бойфрендом, с которым на тот момент встречалась уже больше 3 лет, и с которым я была совершенно уверена, что я проживу до конца своих дней. Но в ходе психотерапии я поняла, что эти отношения были эмоционально абьюзивные и разрушительные для меня. Через 9 месяцев после того, как я начала психотерапию, я переехала из страны, в которой жила 15 лет, Соединенные Штаты Америки, обратно в Российскую Федерацию. Хотя никто никогда, включая меня саму, в жизни бы не поверил, что я могу вернуться обратно.
Но тем не менее я сделала это по собственному желанию и по собственным... Даже трудно говорить о своих результатах. По собственному убеждению. Да. Очень и очень важный момент — это то, что в течение первого года психотерапии у меня произошла полная сепарация от моей матери. Что такое сепарация от родителей? Наверное, вы слышали, это сейчас очень популярное слово. Сепарация от родителей — это когда отношения из иерархических, где ребенок подчиняется родителю, переходят в равноправные отношения взрослый-взрослый. Я помогла ей переехать из Магадана в Москву, и сейчас мы с ней живем в одном районе. Нам очень комфортно, мне комфортно, ей комфортно. Мы находимся недалеко друг от друга и прекрасно с ней общаемся. Ну и вишенка на торте моих свершений. Я перестала пить алкоголь. Вообще существует распространенное заблуждение, что психолог говорит вам, что делать и как поступать, дает какие-то советы и прочее. На самом деле это совершенно не так. Психолог не имеет права давать вам прямые советы. Все, что он может, это легонечко направить вас туда, куда вы сами хотели вступить, но боялись или сомневались. Он не преподносит вам какую-то готовую истину на тарелочке с голубой каемочкой, а дает возможность понять и дозреть до истины самому. Я помню, мама меня спрашивала несколько раз: «Нина, а это психолог тебе сказал вернуться в Россию? Нина, это психолог тебе сказала, дала совет вернуться в Россию?» Ну, как бы нет. Психолог мне не давала таких советов, но именно в процессе работы с психологом я поняла, что я себя лучше чувствую здесь, в России, чем там, в Америке. Посоветовала бы я идти в психотерапию? Да. 1000 times yes. 1000 раз да. Но с большой оговоркой. Вы должны понимать, куда вы идете и как это работает. Я сейчас говорю именно про свою модальность. Про другие модальности я ничего не знаю. Это, опять же, психоаналитическая психотерапия. Во-первых, специалист, к которому вы идете, должен иметь соответствующее образование, а не быть каким-то лайф-коучем из Инстаграма с миллионом подписчиков, который выпускает каждую неделю марафоны по типу там «Дышим маткой, верим в себя». Этот человек должен иметь высшее образование и опыт работы. Специалист, с которым я работаю, является членом Европейской ассоциации развития психоанализа и психотерапии ЕАРПП. Пожалуйста, у них есть свой сайт, можете открыть и изучить. Специалист должен, и это обязательное условие для хорошего психоаналитика, пройти свою собственную психотерапию. Да, у психоаналитика должен быть свой психоаналитик. Помимо этого, у хорошего психоаналитика еще обязательно должен быть супервизор, который оценивает эффективность его работы с каждым отдельным клиентом на еженедельной основе. Психоаналитик должен соблюдать границы. Этот человек не должен быть вашим другом уже или стать вашим другом, корешем и так далее. В какой-то момент может даже быть очень обидно, потому что вам будет казаться, что этот человек вам просто роднее всех на свете, и будет обидно, почему я не могу с этим человеком встретиться где-то в кафе, не знаю, в театре, в кино, просто поболтать и завести дружбу. Но нет, один раз пациент, всегда пациент. Также вы должны понимать, что здесь не может быть быстрых результатов, потому что травма, в которую вы в себе носили десятилетиями, с которой вы выросли, которая просто впиталась в каждую клеточку вашего тела, просто так за 3 недели не уйдет. Вы должны понимать, что в какой-то момент в ходе психотерапии вам станет
очень плохо. Очень плохо, очень трудно, очень больно. Я очень рада, что мой психоаналитик первые 3 занятия повторяла, что вам в какой-то момент станет трудно, этот момент надо перетерпеть. Не все выдерживают терапию. И такой момент наступил у меня через 7 месяцев. Мне было так плохо, я думала, что я умру, честно. И я помню, мне моя подруга говорит, что Нина, может быть, нужно взять перерыв в психотерапии, если тебе так плохо, или сменить терапевта, что ты платишь за то, чтобы тебе сделали только хуже, в чем смысл? Но я помнила, что вот эти первые 3 занятия, которые являются на самом деле вводными, она повторяла, что будет плохо, и это надо перетерпеть. Просто надо выдержать, стиснув зубы, продолжить терапию, и это пройдет. Это действительно прошло, и я очень благодарна, потому что мой психоаналитик, она вытащила меня просто из такой жопы. Вот, я просто не стала здесь вдаваться в подробности, но я была совершенно, когда я пришла к ней, и далее первые месяцы психотерапии, когда мы начали вскрывать все мои травмы, всю мою боль, я была на таком просто эмоциональном дне, ну, это было страшно. Ну и в заключении хочу сказать, что вы должны быть готовы к тому, что ваша жизнь может кардинально измениться. У меня есть одна подруга, которая говорит мне: Нина, если я пойду в психотерапию, я уйду от мужа. Да, возможно, вы расстанетесь со своими партнерами, смените место работы или вообще профессию, род деятельности, переедете в другую страну или город. Вы можете потерять друзей, потому что вы начнете выстраивать свои личные границы, или вам такое тоже есть, просто станет неинтересно с вашим нынешним кругом общения. Ну, как результат вы получите более счастливую, более качественную, насыщенную жизнь, наполненную смыслом. Я хочу сказать, что моя жизнь стала таковой, я стала счастливой в психотерапии только спустя, наверное, 1,5 года терапии. Буквально этим летом произошло вот такое изменение. Настолько моя жизнь сейчас стала наполнена смыслом, настолько в ней всего много интересного и вкусного, что я даже не могу поверить, что это моя жизнь. Это потрясающее чувство. И опять же, я нахожусь в психотерапии, ну, по количеству часов, потому что в одно время я брала больше часов, буквально ушла в конкретный психоанализ. По количеству часов я уже где-то на 2 годах психотерапии, хотя 2 лет еще нет полных. То есть моя терапия, она еще будет продолжаться, и мне очень нравится это. Сейчас я занимаюсь 2 раза в неделю. Я очень рада. Я действительно благодарю Бога за то, что Он послал мне этого специалиста. Спасибо большое. Ну вот, все, больше не буду вас грузить информацией. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Это просто мой телеграм-канал, это моя отдушина. Я просто совершенно испытываю потрясающее удовольствие, когда я пишу туда какие-то заметки короткие. Если есть у вас вопросы по поводу психотерапии, пожалуйста, пишите в комментариях, я всем отвечу. Даже подумала, если будет много каких-то интересных вопросов, я соберу их всех вместе и сделаю отдельное видео. Все, спасибо вам большое, ставьте лайки, это важно, чтобы мое видео показывалось наибольшему количеству людей, чтобы, если вы поставите лайк, больше вероятность, что его увидят другие люди. Спасибо и увидимся в следующих видео. Пока!